Всем привет! В этом видео я вас научу, как вязать вот такой очень красивый, нежный, легкий шарфик крючком. Посмотрите. Вяжется он очень просто, что немаловажно, поэтому справится с ним даже начинающая вязальщица. Таким узором можно связать не только шарфик, можно связать палантин, шаль, да даже кофточку. Очень легко и очень красиво. Для шарфика я выбрала пряжу Naka Mohair Delicat. Это тонкая пряжа в составе 40% мохера и 60 акрила. В 100 граммах мотка 500 метров. Пряжа тонкая, для новичков она не подойдет. Вообще вы можете взять для шарфика свою любимую пряжу, неважно какая она будет по составу. Это может быть высокообъемный акрил, полушерстяная пряжа, может быть хлопок, микрофибра, все что угодно, будет очень красиво. Ну и если мы вяжем шарф, то размеры можно взять из этой таблицы. Посмотрите, в ширину здесь указано шарф 20 сантиметров. Но поскольку наш шарф легкий, не плотный, то я советую связать его пошире, у меня 24 сантиметра. Ну а вот схема, по которой мы будем вязать. Я обязательно ее добавлю в группу ВКонтакте и в Одноклассники, а также в Инстаграм. Ссылочки, как всегда, в описании к видео. Итак, давайте приступим. Я выбрала крючок номер 2 от Ади. Вы берете тот крючок, который подходит именно к вашей пряже. Вначале делаем первую рабочую петлю и набираем цепочку нужной длины. Главное правило, чтобы количество петель в цепочке было кратное 10, то есть делилось на 10 без остатка. Вот я набрала 10 воздушных петель, затем еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Цепочка у меня еще недостаточно длинная, опять набираю 10 воздушных петель. И так до получения нужной длины. У меня это 24 сантиметра, плюс-минус можно сделать шарфик пошире. Еще важное правило, когда вы набираете эту цепочку, набирайте ее достаточно свободно, не стягивая. Для новичков я советую иногда взять крючок чуть-чуть побольше для набора именно цепочки. В моем шарфе 60 воздушных петель. И вот когда вы набрали необходимое количество петель, оно может отличаться от моего, в конце делаем одну дополнительную петлю. Вот она очень важная, и отмечаем ее вот так пальцем. Посмотрите, мы набрали цепочку из воздушных петель. И теперь будем вязать в каждую пятую петлю цепочки. И вот она наша дополнительная петелька, которая самая важная. Итак, разбираем первый ряд. Набрали цепочку, затем делаем 5 воздушных петель подъема и еще 2 воздушные петли. Теперь в крайнюю петлю, которую мы отметили пальцем, вяжем столбик с 2 накидами. 3 воздушные петли, снизу отсчитываем 5-ю петлю. 1, 2, 3, 4, 5. В 5-ю петлю вяжем столбик без накида. Снова 3 воздушные петли, снизу отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. В 5-ю петлю провязываем галочку. Столбик с 2 накидами, 5 воздушных петель, столбик с 2 накидами. Все это вяжем в одну петлю. 3 воздушные петли, снизу отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, провязываем в эту петлю столбик без накида. 3 воздушные петли и снова в 5-ю петлю провязываем галочку. Столбик с 2 накидами, 5 воздушных петель, столбик с 2 накидами. Вяжем так до конца. 3 воздушные петли, столбик без накида и в конце 3 воздушные петли,
в самую последнюю петельку делаем галочку, столбик с 2 накидами, 2 воздушные петли, столбик с 2 накидами. Давайте провяжем этот первый ряд. Буду показывать медленно. Вот петля, которую мы сделали дополнительную, и в нее мы будем вязать. Прям вот так ее отметьте, как я, пальцем. Теперь делаем 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Ту петельку свою я не отпускаю. И еще 2 воздушные петли. 1, 2. Вот сейчас в отмеченную петлю, она, кстати, 8 от крючка, провязываем столбик с 2 накидами. Делаем 2 накида на крючке, заводим крючок в 8 петлю от крючка, вот она, и провязываем там столбик с 2 накидами. Провязываем первый накид, второй и довязываем столбик с 2 накидами. У нас сбоку должна получиться такая петелька, ну или галочка. Вяжем далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Снизу отсчитываем 5-ю петлю. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. В эту 5-ю петлю провязываем столбик без накида. Так, поглядите, что получается. Еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем 2 накида на крючке. 1, 2. Отсчитываем 5-ю петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Заводим в нее крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Вот. Это первый столбик у галочки. Теперь делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючке в эту же петлю, в которой мы с вами провязали, заводим крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Вот, наша галочка готова. Вяжем далее. Посмотрите, вот видите, столбик с 2 накидами, 5 воздушных петель, столбик с 2 накидами. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Снизу у цепочки отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. 5-ю воздушную петлю. Провязываем там столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 накида на крючке. Будем вязать галочку в 5-ю петлю. 1, 2, 3, 4, 5. В эту петлю вяжем галочку, столбик с 2 накидами, 5 воздушных петель и столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючке, заводим крючок в петлю, провязываем столбик с 2 накидами. Вот что получается. После галочки делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем в каждую 5-ю петлю. Столбик без накида. 3 воздушные петли.
2 накида на крючке. Опять отсчитываем пятую петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем столбик с 2 накидами. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И еще один столбик с 2 накидами. Провязываем первый накид, второй довязываем столбик. И так вяжем весь первый ряд до конца. Я не знаю, сколько воздушных петель в вашей цепочке, поэтому сейчас можете нажать на паузу и провязать весь первый ряд. Можно, кстати, вместе со мной, перемотав видео назад. И в спокойном темпе продолжим вязание. Ну а я сейчас покажу, как закончить ряд. После галочки делаем 3 воздушные петли. Снизу отсчитываем 5-ю воздушную петельку. Пока ничего нового нету. 1, 2, 3, 4, 5. Заводим крючок в 5-ю петлю и провязываем столбик без накида. Затем делаем 3 воздушные петли и в 5-ю петлю вяжем галочку. Эта петелька должна быть последней. 1, 2, 3, 4, 5. Посмотрите, она 5-я и она последняя. Провязываем в нее галочку. Столбик с 2 накидами. 2 воздушные петли. 1, 2 и еще раз столбик с 2 накидами в эту же петлю. Вот. Вот теперь наш ряд готов. Посмотрите, я сейчас вяжу образец, поэтому на количество воздушных петель не обращайте внимания. Вяжем второй ряд. Давайте его разберем. Вначале делаем 4 воздушные петли, затем вяжем галочку. Галочку вяжем в вершинку столбика без накида. Столбик с 2 накидами, 5 воздушных петель, столбик с 2 накидами, как и в первом ряду. Затем 3 воздушные петли и под цепочкой у галочки провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, галочка, столбик с 2 накидами, 5 воздушных петель, столбик с 2 накидами. 3 воздушные петли. Под цепочкой из 5 воздушных петель вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли, галочку. В конце, после галочки, делаем 3 воздушные петли и столбик без накида. Посмотрите, 1, 2, 3. В 3-ю воздушную петлю провязываем столбик без накида. Итак, давайте свяжем этот ряд. Вначале делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем вязание, будем вязать вершинку столбика без накида. Вообще будем вязать вершинку столбика и под воздушными петлями. Вершинку столбика под воздушными петлями. Больше нигде не вяжем. Делаем 2 накида на крючке. Заводим крючок в столбик без накида, провязываем галочку. Столбик с 2 накидами, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5 и столбик с 2 накидами. Делаем 2 накида на крючке, заводим крючок в вершинку столбика без накида и провязываем столбик с 2 накидами. После галочки идут 3 воздушные петли, которые мы будем соединять под цепочкой. 1, 2, 3. Находим галочку в первом ряду и под цепочкой провязываем столбик без накида. 3
воздушные петли. 1, 2, 3. Находим столбик без накида первого ряда и там вяжем галочку. 2 накида на крючке, провязываем первый столбик с 2 накидами. 5 воздушных петель. Снова делаем 2 накида на крючке, заводим крючок в петлю и провязываем столбик с 2 накидами. Галочка готова. После галочки делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И соединяем столбиком без накида под цепочкой из 5 воздушных петель. 3 воздушные петли, находим столбик без накида, вот он, и вяжем в него галочку. 2 накида на крючке, заводим крючок в вершинку столбика без накида и провязываем столбик с 2 накидами. 5 воздушных петель и довязываем галочку. Это еще один столбик с 2 накидами. После галочки идут 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Соединяем их под цепочкой столбиком без накида. В общем, поглядите. Получаются вот такие цветочки или снежинки. Как хотите их называйте. Там, где у нас столбик без накида, вяжем галочку. Там, где у нас цепочка из воздушных петель, вяжем столбик без накида. Между галочкой и столбиком без накида 3 воздушные петли. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно или вместе со мной, перемотав видео назад. Я провязываю сейчас галочку, второй столбик. Вот. Заканчиваем ряд так. 3 воздушные петли после галочки. Находим крайнюю галочку первого ряда. После столбика с 2 накидами отсчитываем 1, 2, 3. И вот в эту 3-ю петлю провязываем столбик без накида. Это 5-я воздушная петля подъема, но проще считать 3-ю воздушную петлю после столбика с 2 накидами. Итак, второй ряд готов. Вот такой он получается. Давайте разберем 3-й ряд на схеме. Вот наш 3-й ряд. Он точно такой же, как и первый, один в один. Вообще в нашем узоре даже цветом указано. Повторяются 1-й и 3-й ряд, 2-й и 4-й. В начале ряда делаем 5 воздушных петель подъема, еще 2 петли и столбик с 2 накидами. Затем 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, галочку. После галочки идет 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, галочка. 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли и галочка. Как закончить этот ряд, я вам сейчас покажу. А 4-й ряд вяжется точно так же, как и 2-й. Итак, приступаем к вязанию 3-го ряда. В начале ряда делаем 5 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Это вместо первого столбика с 2 накидами. Затем еще 2 воздушные петли. Поворачиваем наше вязание. Делаем 2 накида на крючке и довязываем галочку. В вершинку столбика без накида провязываем столбик с 2 накидами. Ну вот, галочка в начале ряда у нас готова. После нее делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И соединяем их под цепочкой из 5 воздушных петель. Вот она наша цепочка. Заводим крючок, провязываем столбик
без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Находим столбик без накида и в него вяжем галочку. Столбик с 2 накидами. 1, 2. Довязываем. Затем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючке. И тут же в эту же петлю провязываем столбик с 2 накидами. После делаем 3 воздушные петли, находим галочку в предыдущем ряду и под цепочкой из 5 воздушных петель провязываем столбик без накида. Вот у нас какие цветочки получаются. Вот сейчас уже видно. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Находим столбик без накида и в него вяжем галочку. Столбик с 2 накидами. 5 воздушных петель. Столбик с 2 накидами. Так. Вот он, столбик с 2 накидами. После галочки делаем 3 воздушные петли и под цепочкой из 5 воздушных петель провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, 2 накида на крючке, столбик с 2 накидами, 5 воздушных петель, столбик с 2 накидами, вершинку столбика предыдущего ряда. Заканчиваем ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Под цепочкой провязываем столбик без накида. Так, поглядите, какая красота получается. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 накида. И тут, внимание, у нас было 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Находим самую первую вот эту петлю из 4 и в нее провязываем столбик с 2 накидами, 2 воздушные петли, столбик с 2 накидами. Все это провязываем в первую воздушную петлю из 4. Вот. Вот теперь вы знаете, как начинать каждый ряд и как его заканчивать. Следующий ряд вяжется точно так же, как и второй. Вы можете перемотать видео назад и вместе со мной провязать. И в итоге у вас получится вот такой шарфик. В этом шарфике всего 2 ряда, которые чередуются. Новый ряд я покажу, уже провязав достаточное количество рядов. Итак, 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем наше вязание и вяжем ряд. Так, находим столбик без накида, делаем 2 накида на крючке и в эту петлю провязываем галочку. Как ее вязать, вы уже знаете. Столбик с 2 накидами, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5 и еще один столбик с 2 накидами. Показываю медленно, надеюсь, вы за мной успеваете. Так. Затем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Находим 5 воздушных петель у галочки предыдущего ряда. И соединяем столбиком без накида. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, находим
столбик без накида. И провязываем туда галочку. Столбик с 2 накидами. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик с 2 накидами. Делаем 2 накида на крючке, заводим крючок в эту же петлю, провязываем столбик с 2 накидами. Затем делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Под цепочкой из 5 воздушных петель провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, вершинки столбика без накида провязываем галочку, столбик с 2 накидами, 5 воздушных петель, столбик с 2 накидами. Ну и сейчас нажимайте на паузу, довязывайте этот ряд до конца, а я покажу, как его закончить. Провязав финальную галочку, делаем 3 воздушные петли, находим после столбика с 2 накидами 3-ю воздушную петлю. 1, 2, 3. Еще раз. 1, 2, 3. Вот в нее заводим крючок, провязываем столбик без накида. Итак, наш ряд готов. Ну а дальше вы можете продолжить вязать самостоятельно или вместе со мной. Главное, что в итоге у нас получится вот такой красивый шарфик. Напишите мне, из какой пряжи вы решили вязать, ну и, конечно же, присылайте фотографии своих работ в группы ВКонтакте или в Одноклассники, ну или отмечайте меня в Инстаграме. Мне всегда очень приятно смотреть на результаты ваших работ. Спасибо, что вязали вместе со мной, увидимся с вами в новых видео. Пока-пока!